Голова. Пожалуй, самая чувствительная часть трекболиста. Но поскольку именно голова первой высовывается из укрытия и достается ей тоже в первую очередь. В этом видео я расскажу вам, как эффективно защитить ваши глаза, лицо и голову. И кстати, с вами Марти, и это Страйкбольная Академия. А у нас новый спонсор. Ссылки на всех в описании к видео. В первом выпуске Страйкбольной Академии я уже коротко затрагивал тему защиты лица. Вы ведь смотрели все предыдущие серии? Если нет, то обязательно посмотрите. В этом видео я не буду разбирать все варианты очков, масок и шлемов. Их слишком много. Я постараюсь дать системный подход к выбору защиты на основе моего опыта. Кстати, все очки, маски и шлемы, которые я буду сегодня показывать, предоставлены страйкбольным магазином Airsoft Rus. Можете приобрести у них все необходимое для страйкбола, в том числе и защиту. Ссылка на их сайт в описании к видео. Начнем с самого главного – защиты глаз. Это основное правило страйкбола, вне зависимости от страны, в которой вы играете. Следовательно, вам нужны хорошие защитные очки. Большинство страйкболистов только ими и ограничивается. Особенно это относится к моделистам и реконструкторам, которым по статусу не положено носить защитных масок. Максимум, что они могут себе позволить, это балаклава, шимак или сетчатый шарф. Так что если вы планируете заняться моделированием, учтите это, вдруг передумаете. Как вы знаете, очки могут быть с прозрачными линзами или сетчатые. Каждая категория имеет как плюсы, так и минусы. Сквозь линзы, конечно, лучше видно. К тому же они могут быть разного цвета. Темные для защиты от яркого солнца, желтые для лучшего контраста в лесу, красные для заснеженной местности. Но новичкам я рекомендую пользоваться обычными прозрачными линзами, потому что они самые универсальные в любое время суток. Лично я пользуюсь такими все время, что играю в страйкбол, и они меня полностью устраивают. Основной проблемой линз является их запотевание. Это происходит из-за высокой влажности воздуха, повышенного потоотделения на лице или вашего дыхания, например, если вы играете в балаклаве. Поэтому лучше покупать очки со специальным защитным покрытием на линзах, но даже оно не всегда помогает, а со временем вообще стирается. Более эффективно использовать так называемые антифоги или средства от запотевания стекол. За все 7 лет, что играю в страйкбол, я перепробовал много разных средств, которые покупал в спортивных магазинах, но действие их не очень долго, да и по эффективности они, честно говоря, так себе. На данный момент самым лучшим средством я считаю антитуман. Разработано и производится оно в России для нужд российской армии, но также продается и на гражданском рынке. Последний год я использую только его, и особых проблем с запотеванием очков больше не имею. В любом случае выбирайте средство в виде геля, потому что спреи неэффективны. Еще один вариант – купить очки со встроенным вентилятором. Шумят они не сильно, но при этом обеспечивают отличную вентиляцию и, соответственно, линзы не потеют. Но учтите, что эти очки более громоздкие и жесткие, поэтому подбирать их нужно под ваше лицо. Ну а сетчатые очки избавлены от проблемы запотевания, поэтому люди, у которых очень сильно потеет лицо, зачастую могут играть только в сетчатых очках. Но их минусом является плохая видимость, особенно в темное время суток. Это все равно, что играть в темных линзах в темноте. К тому же сетка не защищает ваши глаза на все 100. Если сетка сделана плетением, то шарик может о нее расколоться, и осколки попадут вам в глаз. Поэтому сетка желательно должна быть не плетеной, а плоской, с выдавленными отверстиями. Она значительно безопасней. Также очки условно делятся на открытые и закрытые. Открытые очки более легкие, лучше вентилируются, но у них есть небольшой зазор, куда может попасть шар. Это маловероятно, но прецеденты случаются. Закрытые очки защищают лучше, но они более тяжелые и громоздкие. При этом вентилируются они хуже, что порой приводит к запотеванию. Поэтому владельцы иногда даже просверливают в них отверстия, чтобы они лучше вентилировались. Если со зрением вам не повезло, а контактные линзы вы не используете, то у вас есть два варианта. Первое. Вы можете носить свои обычные очки для зрения, а поверх них надевать закрытые очки. Главное подобрать очки нужного размера и формы.
Второй вариант – это купить очки со специальной вставкой под диоптрические линзы. Они стоят недешево, но более удобны в использовании, да и выглядят посимпатичней. Прям в лицо. Если вы не реконструктор, то имеете право на защиту не только глаз, но и лица при помощи страйкбольной защитной маски. Они бывают разных форм, цветов и размеров, в том числе довольно забавные. Но поскольку в России страйкбол это в первую очередь военная игра, у нас такие маски не особенно популярны, хотя я считаю их довольно прикольными, хотя бы для воскресных пострелушек. Все защитные маски можно условно поделить на полумаски, которые защищают только нижнюю часть лица, и полные маски, которые защищают все лицо, и очки при этом не нужны. Но учтите, что почти любая полная маска не позволяет носить шлем, панаму или кепку. От выбора защитной маски зависит то, насколько удобно вам будет целиться. Если вы играете со сложным прикладом, важно лишь то, насколько удобно маска сидит на вашем лице. Но если вы используете приклад, то вам подойдет далеко не каждая маска. Например, почти все время, что я играю в страйкбол, я использую вот такую сетчатую полумаску. Пожалуй, она самая популярная в мире. Многие не знают, но ее оригинальное название Stalker. Она была разработана и производилась в России, пока китайцы, как обычно, не позаимствовали идею и не пустили ее на поток. Ее можно изогнуть под форму вашего лица, и она хорошо вентилируется, что особенно хорошо летом. Но если у вашего оружия широкий приклад, то прицеливаться с ней не очень удобно. Поэтому, когда я играю за снайпера, то защитную маску я обычно не использую. Если у вас привод со складным рамочным или аналогичным прикладом, то целиться значительно удобнее. Но для большего комфорта лучше использовать коллиматорный прицел с высокой прицельной линией. Относительно недавно появилась модернизированная версия этой маски. Из сетки у нее только центральная часть, а боковые сделаны из мягкого материала, которые лучше прилегают к лицу и прицеливаться намного удобней. Пожалуй, эту маску я оставлю себе, она мне однозначно нравится. Но если вы хотите защитить еще и шею, то надевайте балаклаву или сетчатый шарф. Есть множество других видов полумасок разной степени защиты и комфорта, и на каждую из них можно сделать отдельный обзор, но у меня на это просто нет времени. Главное запомните, что маска подбирается под ваше оружие, стиль и условия игры. Например, в этой маске комфортнее играть летом, потому что у нее отличная вентиляция. А в этой маске комфортнее играть зимой, потому что вентиляция у нее похуже. Поэтому учитывайте все возможные факторы при выборе защитной маски. Возможно, вам их потребуется несколько штук на разные случаи. Защиту глаз и лица мы всегда ставим на первое место, но защита остальной головы тоже имеет значение. И я не имею в виду защиту только от попадания шариков. Бывали случаи, что наличие шлема спасало страйкболисту жизнь, когда он случайно делал шаг в шахту лифта, окно или с крыши. Поэтому на подобных техногенных полигонах я всегда стараюсь играть в шлеме. Мой выбор – это реплика шлема OPSCOR. На мой взгляд, он самый универсальный. Его используют спецподразделения многих стран, в том числе и России. К тому же маску можно крепить непосредственно к шлему при помощи встроенных клипс. Рекомендую покупать хорошие реплики этого шлема, которые имеют регулировку под вашу голову, иначе шлем будет болтаться. Если вам важна защита ушей, то для темной стороны можете взять старый добрый Mitch 2000, а для светлой общевойсковой шлем 6B71M или 6B47, хотя возможных вариантов намного больше.
Надеюсь, видео будет вам полезно, так что наградите меня лайком, подписывайтесь на канал, на мои социальные сети, в описании много полезных ссылок и помните, я выбираю безопасный страйкбол.